В 1930-х годах в Советском Союзе началась настоящая революция в области питания. В это время на прилавках магазинов появились консервированные продукты, которые стали доступными для широкой аудитории. Первые консервы производились в небольшой упаковке и быстро завоевали популярность благодаря своей долговечности и удобству. Советы по использованию консервов появились в каждом доме, а сами консервы стали неотъемлемой частью рациона граждан. На кухнях советских людей консервированные продукты заняли свое место наряду с традиционными блюдами. Разнообразие видов консервов поражало. Рыба, мясо, овощи и фрукты – все это можно было найти на полках. Консервы стали не только основным источником питания, но и символом экономии в условиях дефицита. В магазинах часто выстраивались длинные очереди за банками с тушенкой, горошком и шпротами. Эти продукты были так популярны, что многие помнят, как в ожидании своей очереди люди делились рецептами на основе консервов. Существовала даже своя культура потребления консервов. Например, в 1950-е годы консервированная рыба известной марки «Сардина» стала настоящим деликатесом для многих семей. Ее подавали на праздничные столы, украшали салаты и использовали в качестве закуски к водке. Появление нового вида консервов – шпрот – произвело фурор. Жареная рыба в масле стала не только любимым продуктом, но и предметом гордости для многих хозяек. Параллельно с ростом популярности консервов началась их массовая реклама. На советском телевидении и в печатных изданиях регулярно появлялись материалы, прославляющие консервы как удобный и полезный продукт. Этот подход доказал свою эффективность. В начале 70-х годов почти в каждом доме можно было найти набор банок с консервами. Они стали незаменимыми в повседневной жизни, особенно в условиях, когда свежие продукты были не всегда доступны. Консервы также имели экономическое значение. В условиях недостатка свежих овощей и фруктов консервация позволяла сохранять урожай и обеспечивать население продуктами питания в течение всего года. Это особенно актуально было во время массовых раскулачиваний и голода в конце 30-х, начале 40-х годов. Консервированные продукты не только обеспечивали жителей необходимыми витаминами, но и стали важным элементом стратегического запаса в армию и на фронт. Однако со временем, несмотря на уходящий дефицит, консервы не потеряли своей популярности. Они продолжали ассоциироваться с домашним уютом и воспоминаниями о детстве. Неудивительно, что многие советские люди до сих пор вспоминают о консервах с ностальгией, ведь для многих из них это не просто еда, а целая эпоха, связанная с праздниками и семейными традициями. В 1883 году в России появились первые консервированные продукты, и это стало началом новой эры в хранении пищи. Основателем этой идеи стал купец Петр Константинович Кушаков, который, вдохновившись успехами французских производителей, решил запустить производство консервов в России. Он открыл первую консервную фабрику в Санкт-Петербурге, но на тот момент популярность консервов была еще очень низкой. В начале XX века интерес к консервированным продуктам постепенно рос. Во время Первой мировой войны, когда страны столкнулись с нехваткой продуктов, консервирование стало необходимым способом хранения пищи для армии и населения. В это время внимание к консервам усилилось. Они стали не только дополнительным источником продовольствия, но и стратегическим ресурсом. На фабриках производили мясные и овощные консервы, которые использовались для обеспечения солдат и гражданских лиц. К 1920 годам консервирование продуктов начало развиваться и в Советском Союзе. С созданием новых производств в 30-е годы началась настоящая консервная революция. Стали появляться специализированные предприятия, которые выпускали консервы не только для армии, но и для гражданского рынка. В это время появились первые марки, которые позже стали культовыми. Например, консервы «Тушенка» начали производить на заводах, расположенных в разных регионах страны, и быстро завоевали популярность благодаря своему качеству и удобству. В 1930-х годах в Советском Союзе консервирование стало частью стремления к повышению уровня жизни. Консервы начали распространяться не только в крупных городах, но и в отдаленных селах. Продукты стали доступны даже в условиях, когда свежие продукты были дефицитом. Эта доступность способствовала тому, что консервы стали важной частью рациона, особенно в условиях колхозного быта. К концу 30-х годов консервированные продукты стали не только удобным решением для хранения пищи, но и важной частью советской культуры питания.
Со временем на прилавках магазинов можно было увидеть разнообразие консервов, от тушенки до фруктовых компотов. В условиях Второй мировой войны консервирование стало спасением для многих людей. Продукты в банках обеспечивали необходимыми питательными веществами и помогали выживать в сложные времена. После войны, с восстановлением экономики, производители начали активно развивать новые виды консервов. В числе первых были популярные консервы с рыбой, которые быстро завоевали рынок. Воспоминания о военном времени и трудностях побудили людей ценить доступные продукты, и консервы стали символом стойкости и умения адаптироваться в любых условиях. В это время началась эпоха, когда консервированные продукты перестали быть только необходимостью, а стали частью повседневной жизни советских граждан, олицетворяющей комфорт и стабильность. В 1950-х годах консервирование в Советском Союзе достигло своего апогея. На прилавках магазинов стало доступно множество видов консервов, каждый из которых имел свои поклонники. Ну что, признались в любви к консервам? Если вам нравится, как мы открываем банки с ностальгией и делимся интересными фактами, не забудьте подписаться на наш канал. А если хотите поддержать нас в этом вкусном деле, ссылка для доната в описании или просто наведите на QR-код на экране, ваше участие сделает наше творчество еще более аппетитным. Тушенка, сваренная на заводах в Туле и Воронеже, стала настоящим символом советского стола. Ее использовали как в повседневной жизни, так и на праздниках. Однако не все были довольны качеством продукции. Потребители начали замечать, что в некоторых банках попадались кусочки мяса сомнительного качества, а иногда и вовсе нечто непонятное. Этот факт порождал недовольство и споры о стандартных нормах производства. Среди популярных консервов можно выделить шпроты, которые пришли в советский обиход из Балтийского моря. Эти маленькие рыбки в масле быстро завоевали сердца людей своим вкусом и удобством. Их подавали на закуску, добавляли в салаты и использовали для бутербродов. Но в какой-то момент начались проблемы с поставками, и в магазинах появились шпроты низкого качества. Люди стали обращать внимание на упаковку, банки с недостаточно яркими этикетками начали вызывать подозрения. Консервные заводы пытались оправдаться, но слухи о подмене качественной рыбы на более дешевую продукцию расходились с молниеносной скоростью. Тем временем консервы из фруктов и овощей пользовались не меньшей популярностью. Горошек и кукуруза стали неотъемлемыми компонентами праздничных блюд. В конце 50-х годов под маркой «Зеленый горошек» начали выпускать консервированные овощи, которые стали основой для многих салатов. Однако с этим продуктом тоже возникли проблемы. Поскольку спрос на горошек рос, качество производимого товара начало снижаться. В некоторых банках вместо горошка оказывались только остатки, а иногда и вовсе нечто напоминающее кашу. Конфликт на рынке консервов обострялся, и потребители начали организовывать инициативные группы, которые требовали улучшения качества продукции. Вскоре в крупных городах стали появляться ярмарки, на которых продавались домашние консервы. Люди начали доверять местным производителям больше, чем промышленным заводам. На этих ярмарках можно было найти натуральные продукты, сделанные с любовью и вниманием к деталям. Бурное обсуждение качества консервов привело к тому, что некоторые предприимчивые хозяева начали делиться своими рецептами домашнего консервирования, что только добавляло интриги в ситуацию. В ответ на растущее недовольство Министерство пищевой промышленности разработало новые стандарты, которые обязывали производителей улучшать качество своих товаров. Но не все заводы могли перейти на новые технологии. В это время на фоне растущего дефицита начали возникать слухи о том, что некоторые производители подменяют ингредиенты и увеличивают срок хранения, добавляя консерванты. Все это создавало напряженную атмосферу и недоверие к брендам, которые когда-то были символом стабильности и качества. Вскоре в обществе возникло движение за натуральные продукты, которое призывало отказаться от консервов, произведенных на заводах. Этот конфликт между качеством и доступностью продолжал нарастать. Советские граждане начали задумываться о том, что важнее – удобство или здоровье. Консервы, которые когда-то были символом процветания, начали вызывать вопросы. В этой ситуации определялась новая парадигма потребления, и люди начали искать альтернативы, которые могли бы вернуть им уверенность в качестве продуктов питания. В конце 50-х годов консервы прочно вошли в повседневную жизнь советских граждан, и их использование стало нормой. На каждой кухне можно было встретить банки с тушенкой, горошком и шпротами. Однако с ростом популярности возникли и новые проблемы.
Нехватка качественных ингредиентов для консервирования стала обнаруживаться все чаще. Люди начали жаловаться на несоответствие вкуса и качества консервов ожиданиям, и это недовольство стало широко обсуждаться как в очередях за продуктами, так и за столом во время семейных ужинов. Семьи собирались за общим столом, где консервированные продукты занимали центральное место. Блюда из консервов использовались для приготовления привычных салатов, таких как оливье, и закусок. Но в процессе обсуждения качества консервов начали всплывать истории о том, как некоторые люди находили в банках с тушенкой странные включения – кости, шкурки и даже металлические предметы. Это добавляло элементы волнения в обыденную жизнь, и разговоры о том, что лучше – готовить из свежих продуктов или полагаться на консервированные, становились все более частыми. Тем временем, в ответ на растущее недовольство, в стране начали проводить проверки качества консервов. На консервных заводах усилили контроль за производством, но это не всегда приводило к улучшению ситуации. Вскоре в супермаркетах были замечены новые марки консервов, призванные завоевать доверие потребителей. Но даже новые продукты не всегда отвечали ожиданиям, и люди, недовольные качеством, начали возвращаться к домашнему консервированию. Многие хозяйки, вдохновленные рассказами соседей и знакомых, начали самостоятельно консервировать овощи и фрукты. На дачах и в садоводческих обществах развернулось настоящее движение по производству домашних консервов. Люди обменивались рецептами, делились опытом и даже устраивали конкурсы на лучшее домашнее консервирование. В результате в некоторых регионах появились целые сообщества, сосредоточенные на этом процессе. В этом контексте начали возникать интересные ситуации. Например, на рынке можно было встретить продавцов, предлагающих домашние консервы, но часто с недоумением у потребителей, которые стали разбираться в качестве и составе. Некоторые из них даже устраивали проверки, интересуясь, какие ингредиенты использовались для производства. Этот новый подход к потреблению не только изменил привычки людей, но и привел к формированию нового покупательского сознания, где качество стояло на первом месте. Одновременно с этим на государственном уровне начались разговоры о необходимости модернизации производства консервов. Министерство пищевой промышленности начало разрабатывать новые стандарты и технологии, чтобы вернуть доверие потребителей. Однако время шло, а перемены происходили медленно. В итоге, в условиях недостатка свежих продуктов и низкого качества консервов, советские граждане оказались перед выбором – вернуться к традиционному домашнему консервированию или продолжать полагаться на промышленную продукцию, уровень которой оставлял желать лучшего. Этот конфликт между качеством и доступностью продолжал нарастать, а для многих семей консервированные продукты оставались неотъемлемой частью жизни, несмотря на существующие проблемы. В 60-х годах кулинарные хитрости с консервами стали неотъемлемой частью советской кулинарии. Доступность и разнообразие консервов побудили хозяйки использовать их в различных блюдах, создавая новые рецепты. В это время не только традиционные салаты, но и новые закуски и горячие блюда с консервированными продуктами начали появляться на столах. Хозяйки с удовольствием делились своими находками на дружеских встречах и в очередях за продуктами. Одним из самых популярных блюд стало мясо по-французски, в которое добавляли консервированную тушенку. Это блюдо быстро готовилось и требовало минимум усилий, что в условиях постоянной нехватки времени было большим плюсом. Однако наряду с положительными отзывами возникали и споры о том, насколько удачным был выбор консервов. Одни утверждали, что с качественной тушенкой можно получить отличный результат, другие же настаивали на том, что только свежие продукты могут сделать блюдо по-настоящему вкусным. В это же время в каждом доме имелись свои секреты использования консервов. Например, хозяйки начали использовать сок из банок с горошком или кукурузой для приготовления соусов и заправок. Это позволяло не только экономить время, но и добавлять уникальный вкус привычным блюдам. Однако, несмотря на кулинарные успехи, некоторые оставались недовольны качеством консервов. В этом контексте кулинарные хитрости становились способом бороться с недостатками продуктов, что создавало своеобразный парадокс. Чем хуже были консервы, тем больше усилий требовалось для их адаптации в популярных блюдах. Среди прочих кулинарных приемов стали популярны и так называемые консервные пироги, которые готовились с использованием различных начинок. Пирог с рыбой из шпротов стал любимым у многих семей. Однако на рынке начались проблемы с поставками рыбы, и качество консервов вновь стало вызывать вопросы.
Люди начали замечать, что в некоторых банках шпрот не хватало, а иногда попадались и вовсе не те виды рыбы, которые ожидались. Это еще больше подстегивало кулинарные эксперименты, и многие начали искать альтернативные варианты. В конце концов, недовольство качеством консервов стало обостряться. Знакомые и соседи обсуждали, как можно заменить некачественные продукты. В некоторых семьях начали использовать альтернативные источники, такие как мясные консервы местного производства или домашние заготовки. Эта ситуация спровоцировала волну интереса к натуральным продуктам, и на фоне недовольства начали возникать идеи о создании кооперативов, где люди могли бы объединять свои усилия для производства качественных консервов. Однако не все были готовы отказаться от привычных продуктов. Для многих консервы оставались символом стабильности, особенно в условиях растущего дефицита. Люди продолжали использовать кулинарные хитрости, чтобы сделать блюда более привлекательными. Но в условиях нарастающего недовольства и конфликтов на рынке возникала необходимость искать новые решения. Обострение ситуации привело к тому, что кулинарные эксперименты стали не только способом разнообразить меню, но и символом борьбы за качество продуктов, которые порой не соответствовали ожиданиям. В начале 70-х годов в Советском Союзе дефицит продуктов питания достиг критической точки. Консервы стали не просто удобным вариантом, а настоящей жизненной необходимостью. На фоне растущих очередей в магазинах и отсутствия свежих продуктов, банки с тушенкой, горошком и рыбой начали восприниматься как спасение. Для многих семей консервированные продукты стали основным источником питания, особенно в условиях, когда свежие овощи и мясо стали редкостью. Ситуация на потребительском рынке обострилась, и консервные заводы начали работать в напряженном режиме, чтобы удовлетворить спрос. Однако это не всегда приводило к улучшению качества продукции. На полках магазинов появлялись банки с подделками, производимые на малых предприятиях, где соблюдение технологий оставляло желать лучшего. Потребители начали замечать, что в некоторых консервах не было ни мяса, ни рыбы, только непонятные массы, что вызывало недовольство и растерянность. В некоторых домах консервированные продукты стали основой для создания привычных блюд, но количество обращений к ним возрастало в разы. Не хватало даже простых овощных консервов, и многие начали копить их про запас. Люди стали организовывать совместные закупки. В итоге в крупных городах сформировались группы, которые искали лучшие предложения на рынке, чтобы запастись настоящими консервациями. Эта ситуация привела к тому, что консервированные продукты стали символом не только выживания, но и солидарности. Тем временем слухи о том, что некоторые заводы используют нестандартные ингредиенты, начали набирать популярность. Это вызывало волну недовольства и недоверия. В одной такой беседе на кухне соседки обсуждали последние неудачные покупки. Одна из них, купившая консервы с горошком, обнаружила, что в банке вместо горошка находились одни стебли. Обсуждение переросло в обсуждение качества, и вскоре разговоры о проблемах с консервами дошли до местных властей. В ответ на общественное недовольство начались проверки качества на предприятиях. Однако это только усугубило ситуацию. Оказывалось, что многие заводы не могли выполнить требования по улучшению продукции. В результате на рынке началось перераспределение, и некоторые марки консервов исчезли с прилавков, уступив место более качественным, но дорогим альтернативам. Люди начали осознавать, что в условиях дефицита важно не только иметь доступ к продуктам, но и доверять им. Ситуация стала критической. В некоторых районах начались акции протеста, где люди открыто выражали недовольство качеством консервов. Они требовали лучшего контроля за производством и поддержки местных производителей, которые могли бы предложить действительно качественные продукты. Все это привело к тому, что консервированные продукты стали не только предметом необходимости, но и символом борьбы за качество и доступность. В этой ситуации консервированные продукты стали не просто средством выживания, а отражением социальных и экономических реалий, которые требовали перемен. В начале 80-х годов, когда ситуация с консервами достигла критической точки, активность вокруг кулинарных рецептов начала набирать популярность. В поисках качественной пищи и комфортных блюд советские домохозяйки начали копаться в старых кулинарных книгах и семейных записках, чтобы восстановить забытые рецепты, в которых использовались консервы. Эти рецепты быстро становились настоящими хитами на кухнях, и люди с охотой делились ими друг с другом. Одним из самых популярных стал рецепт тушенки по-домашнему. Для его приготовления требовалось всего несколько ингредиентов: банка качественной тушенки, картофель, лук и специи.
Но к этому рецепту хозяйки добавляли свои хитрости, используя остатки овощей и даже добавляя немного гречки, чтобы сделать блюдо более сытным. Каждый раз, когда кто-то пробовал это блюдо, оно вызывало восторг. Вскоре информация об этом рецепте распространилась на многие города, и люди начали экспериментировать, добавляя в него свои ингредиенты. Тем не менее, на фоне возросшего интереса к старым рецептам и повышенного спроса на консервы возникли и новые проблемы. С каждым днем в магазинах становилось все труднее найти качественные продукты, и люди начали беспокоиться о том, что их любимые блюда могут оказаться под угрозой исчезновения. Истории о некачественных консервированных продуктах продолжали окружать рынок, и порой в банках находили абсолютно неприемлемые вещи. Это вызывало возмущение, и на фоне давящего недовольства всплыло неожиданное открытие. Некоторые домохозяйки начали делиться своими находками, утверждая, что на самом деле существуют секретные способы оценки качества консервов. Они рассказывали, что замечали, что некоторые марки тушенки, даже при одинаковом внешнем виде, имели разный вкус. Этим открытием они поделились с соседями и друзьями, что вызвало настоящую волну кулинарных экспериментов. Люди начали собираться на круглые столы, чтобы обсудить свои находки, как отличить качественные продукты от подделок, как правильно сочетать консервы с другими ингредиентами. Сложившийся конфликт достиг своего пика, когда в одном из городов прошла акция, посвященная домашним рецептам с использованием консервов. На ней местные жители собрались, чтобы поделиться своими лучшими блюдами. Это стало не только праздником кулинарии, но и местом, где люди обменивались историями о том, как они столкнулись с проблемами в поисках качественных консервов. В ходе мероприятия кулинары решили объединить свои усилия и создать совместный проект по созданию новой линии консервов. Идея заключалась в том, чтобы использовать только натуральные продукты, произведенные на местных фермах, и продолжать традиции домашнего консервирования. Это вызвало настоящий шок среди участников мероприятия. Люди начали осознавать, что именно от них зависит качество продуктов, которые они потребляют. Предложение об объединении усилий стало знаковым моментом, который объединил множество семей и людей, желающих изменить ситуацию к лучшему. На фоне растущего недовольства и стремления к качеству, это открытие стало кульминацией истории, поскольку оно привело к новой волне надежды и стремления к качественным продуктам. К концу 80-х годов на рынке начали активно появляться новые производители консервов, стремившиеся заполнить дефицит и предложить альтернативу советским продуктам. Эти компании, вдохновленные опытом домашних кулинаров, начали разрабатывать современные линейки консервированных продуктов. Спрос на качественные продукты рос, и производители начали использовать современные технологии для сохранения свежести и вкуса. Упаковка изменилась, на полках магазинов появились не только привычные банки, но и пакеты с герметичной упаковкой. Это новшество улучшило восприятие консервов. Упаковка стала удобнее, а вскрытие проще. Одним из первых успехов стало появление консервов с грибами, которые завоевали популярность благодаря высокому качеству и правильному вкусу. Тем не менее, старые привычки продолжали оказывать влияние. Многие покупатели относились к новым упаковкам с недоверием. Для проверки качества они начали сравнивать новые продукты с советскими аналогами. В одной из групп, обсуждающих новые консервы, женщины делились впечатлениями о том, как разные марки воспроизводят вкусы знакомых с детства продуктов. Некоторые продукты вызывали ностальгию, другие же — разочарование. На фоне этого появился новый производитель, который решил сделать ставку на аутентичность. Он начал выпускать консервы по старинным рецептам, используя современные ингредиенты, сохраняя оригинальные технологии. Этот подход вызвал большой интерес. Вскоре в магазинах появились баночки с надписью «По рецепту бабушки» и изображениями традиционных блюд. Люди начали скупать их, надеясь вернуть вкусы своего детства. Обсуждение новой продукции разгорелось среди потребителей, которые стали более требовательными к качеству и безопасности консервов. Новые компании начали активно публиковать информацию о своих ингредиентах и технологиях производства, чтобы завоевать доверие. Это способствовало развитию рынка и демонстрировало, что производители готовы слушать потребителей. Эта новая эра консервов, основанная на старых традициях и современных технологиях, символизировала изменения в потребительских привычках и новую волну ожиданий. Происходила трансформация рынка, где старое и новое переплетались, создавая уникальные продукты, удовлетворяющие ностальгию и современные потребности.
Уверенность в качестве консервов вновь стала важной, и это открытие стало кульминацией борьбы за качество, где каждый мог найти что-то для себя. К началу 90-х годов ностальгия по советским консервам проявилась среди населения. Люди, выросшие на тушенке и шпротах, начали вспоминать детство, когда консервированные продукты были частью семейных традиций. Многие начали воссоздавать любимые блюда из детства, такие как салат оливье с зеленым горошком и колбасой, а также пироги с рыбой из шпротов. В социальных сетях и кулинарных блогах активно делились постами с фотографиями домашних заготовок и рецептами. На рынках и в магазинах стали снова появляться старые марки консервов. Продукты с надписью «По рецепту бабушки» пользовались огромным спросом, в то время как некоторые люди искали именно те вкусы, которые ассоциировались с домашним уютом, другие начали активно сравнивать новые продукты с теми, что были в советское время. Например, консервированные овощи от компании «Зеленый горошек» начали выпускаться с учетом ностальгических настроений, но с улучшенной рецептурой и современными стандартами качества. Современные потребители стали более осведомленными и требовательными к составу продуктов. Они проверяли этикетки, обращая внимание на содержание консервантов и добавок. Это заставило производителей адаптироваться к новым условиям. Компании начали предлагать высококачественные консервы, которые сохраняли привычные вкусы, но соответствовали современным стандартам. В результате на прилавках магазинов можно было найти консервы из натуральных ингредиентов, без искусственных добавок, от грибов до мясных изделий. Параллельно с этим интерес к консервам способствовал росту малых производств. Фермеры и домашние кулинары начали предлагать свои собственные консервы, используя местные продукты. В некоторых регионах возникли кооперативы, где фермеры объединялись, чтобы производить натуральные консервы, например, из местных овощей и фруктов. Ну а если вам понравились наши ностальгические воспоминания о консервных шедеврах СССР, не забудьте подписаться на наш канал, здесь у нас всегда полно вкусных историй. А если хотите поддержать проект и дать нам возможность готовить еще больше, загляните по ссылке в описании или отсканируйте QR-код на экране. Ваш вклад – это как масло в консерве, добавляет вкус нашим стараниям. Эти продукты пользовались спросом у потребителей, став не только бизнесом, но и способом подчеркнуть уникальность региона. Таким образом, ностальгия по консервам оказала значительное влияние на рынок. Она вдохновила не только старшее поколение, но и молодежь, которая искала аутентичные вкусы и традиции. Это привело к возрождению интереса к домашнему консервированию и поддержке местных производителей. Люди стали ценить качество и натуральность, что стало основой для формирования нового потребительского поведения. Ностальгия по консервам превратилась в движение, способствующее обновлению традиционных рецептов и возвращению к качеству, которое было утрачено. Консервированные продукты, когда-то символ выживания и стабильности, теперь стали символом возвращения к корням, качеству и семейным ценностям, которые продолжают жить и сегодня.